Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников, и я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности про основы электротехники. Сегодняшняя тема – классификация резисторов по назначению. Первая табличка так и называется – классификация резисторов по назначению. Резисторы разделяются на две крупных категории. Это постоянные и переменные. Почему постоянные и переменные? Да очень просто. Все зависит от электрического тока. Бывает постоянного тока, бывает переменного тока. Также и резисторы. Бывают постоянные резисторы, которые взаимодействуют с током, и переменные. Они, в свою очередь, тоже подразделяются на более такие другие категории. Что, собственно, изображено на изображении. Это общего назначения у постоянных, далее специальное назначение. Специальное назначение подразделяется еще более на следующие категории. Это прецизионные, высокомегаомные, высокочастотные и высоковольтовые. Переменные подразделяются на подстроечные и регулировочные. Регулировочные также подразделяются с линейной функциональной характеристикой и с нелинейной функциональной характеристикой. Ну, проще говоря, это уже для тех электриков, электромехаников, которые хочет узнать более подробно, что такое резистор и из каких материалов он состоит. Вот. Едем дальше. Классификация резисторов по материалу резисторного элемента. Резисторы уже тут я вам показываю, рассматриваем именно материал, из чего же делают резисторы. То есть бывают резисторы разных форм, размеров. Вот. И вот теперь я вам показываю, из каких материалов состоит резистор. Это первое, проволочный. Ну, проволоку мы все знаем, все видели. Тут ничего такого заумного нету. И металлофольговые. То есть это такой же металл, такой тонкий слой металла, железа, то есть фольга. Поэтому называется металлофольга. А функциональность та же самая. И уже вот самая интересная категория – непроволочные. Вот непроволочные, они подразделяются опять же на две категории. Это тонкослойные и композиционные. Начнем с тонкослойных. Это металлооксидные, далее углеродистые, металлизированные, металлодиэлектрические и боруглеродистые. Ну, проще говоря, с добавлением химии. То есть такие химические элементы, так грубо говоря. И композиционные подразделяются на три категории. Это пленочные с органическим электриком, пленочные с неорганическим диэлектриком и объемные. То есть уже такие биоэлементы с учетом биоматериалов. То есть есть синтетика, это, скажем, то, что сделал человек искусственно, а био это то, что вот сделала вот природа, да, на основе природного материала, то есть натурального. Следующая категория, тема, подраздел основные параметры резисторов. Это номинальная мощность резистора. Что такое номинальная мощность резистора? Это мощность, которую резистор может рассеивать при непрерывной нагрузке номинальных температур и так далее. Там еще очень много разных
параметров и температурный коэффициент сопротивления, сокращенно ТКС. Это относительное изменение сопротивления при изменении температуры на 1 градус. Так вот, что это за два параметра, которые я вам сейчас говорю? Помните, в прошлом видео я вам рассказывал номинальную мощность рассеивания. Так вот, есть мощность. Что такое мощность? Это та физическая единица измерения, которая отслеживает создание электрического тока за единицу времени. Вот. А номинальная мощность рассеивания — это та физическая величина, которая, наоборот, отслеживает скорость, с какой она рассеивается, с какой скоростью она рассеет электрический ток. А температурный коэффициент, я уже рассказывал и показывал вам изображение, где был изображен обычный резистор. На нем 4 полоски. 3 из них показывали единицы измерения сопротивления. 2 из них цифры, а 3-я полосочка показывала не цифру, а количество нулей после этих цифр в омах. А вот 4-я, она почти что на краешке. Я говорил, это коэффициент погрешности. Измеряется в процентах. Так вот, температурный коэффициент сопротивления — это оно и есть. Теперь я вам расскажу более подробно. То есть, простыми словами, представьте себе электрическую цепь. По нему течет электрический ток. И на его пути стоит резистор с какой-то там единицей измерения. Проводник нагревается. Резистор тоже нагревается и не дает прохождения электрического тока. Так вот, мы, собственно, видим, в каком процентном соотношении электрический ток не может пройти из-за резистора, из-за ТКС, температурный коэффициент сопротивления. Это то, что как еще более преграждает прохождение электрического тока. Далее. Система условных обозначений. Условное обозначение состоит из нескольких элементов. Но вот то, что я вам сейчас ранее рассказывал, вот эти 3 слайда, то есть 2 там. Как вы знаете, резисторы, они бывают разного размера. Бывают большие, бывают маленькие. И все-таки на них не всю информацию разместишь. И поэтому придумали систему условных обозначения с целью того, чтобы примерно было понятно, из какого же материала сделан резистор. Если бывает там разного размера, там формы, веса и так далее, это мы можем увидеть на глаз. А вот из какого материала он сделан, далеко не все мы можем резисторы определить. И чтобы мы знали, из какого материала состоит резистор, придумали систему условных обозначений. И первое, это буква или буквы обозначают подкласс резисторов. R – это постоянный резистор, RP – переменный резистор, NP – набор. То есть NP встречается, как правило, в таких более сложных микросхем. Вот. И второе. Обозначает группу резисторов по материалу резисторного элемента. Цифра 1. Непроволочный. Цифра 2. Проволочный или металлофольговый. Третий обозначает регистрационный номер конкретного вида резистора. Но это тоже уже, как правило, более такие сложные, более профессиональные резисторы. И вот дальше. S – постоянный резистор. И CP – переменный резистор. Казалось бы, тавтология, но нет. Понимаете, дело в том, что резисторы делают не только у нас в России.
резисторы также делают и за границей. Это импортная маркировка. Ну, также бывают и различные рода производители. У каждой компании своя маркировка. Так вот, тоже есть такие свои особенности. Ну а на этом все. Сегодняшняя тема была как дополнением к предыдущей теме, о теме сопротивлений, там, резисторы и так далее. Сегодня мы окунулись более подробно. Ну а на этом все. Не забывайте писать свои комментарии, пишите свои вопросы, если они есть. Не забывайте поставить лайк этому видео. Также не забывайте подписываться на мой канал. И, пожалуйста, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Ну а на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.